Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Ну что, у нас с вами близится полнолуние, друзья, 16 апреля в 21 час 55 минут по московскому времени. Давайте поговорим об этом полнолунии, поговорим о том, что нам нужно сделать, чего ожидать. И обязательно скажите эти слова в само полнолуние, обращая ваше внимание, что сила этих слов действует целый месяц. Ну что, давайте далее более подробно все в этом видео. Итак, 16 апреля у нас с вами буквально завтра в 21 час 55 минут по московскому времени наступает полнолуние в знаке зодиака Весы. И уже буквально через пару дней и до 30 апреля Луна у нас будет убывать. Обращаем ваше внимание, что до 18 апреля на нас с вами будут оказывать влияние темы знака зодиака Весы. Дело в том, что управляет весами Венера, поэтому будут явно выраженные и стремление к красоте. Обращаем ваше внимание, что весы – это знак баланса, это равновесие, партнерство, а значит, что если мы с вами будем действовать через компромиссы, через нахождение баланса, то будем получать и мощную поддержку. Но, конечно, здесь есть один момент. Не все происходящее будет соответствовать нашим ожиданиям. Поэтому будьте готовы к тому, что компромиссы вам искать придется. И вот именно это полнолуние в весах может вынести на поверхность все токсичные в любых взаимоотношениях отношения. Это может быть и личные, это может быть дружеские, деловые и так далее. Здесь очень важно смотреть на это все по-философски. Что нужно будет, прорабатывайте, что нужно, отпускайте, но не держите цепкими руками ни к чему это. Обращаем ваше внимание, что полнолуние – это всегда у нас с вами лакмусовая бумажка для проверки, в первую очередь, каждого из нас на прочность. И где тонко, там и рвется. Поэтому, пожалуйста, держите эмоции под контролем, сохраняйте баланс, не впадайте в агрессию, в обиды, разочарования, и тогда вы четко сможете увидеть и новые возможности, и свой вектор. Обращаем ваше внимание, что ключевое слово именно этого полнолуния – это у нас с вами баланс. Если вы слишком напористы и пытаетесь добиться своего любой ценой, или же вы нерешительны, прячете голову в песок, то в любом из вариантов вы натолкнетесь на неконтролируемые вами события. Что-то будет рушиться, что-то будет уходить, но реальность обязательно покажет вам неправильность вашей стратегии. И наоборот, баланс и компромисс выведут вас к лучшему сценарию вашей реальности. Как этот баланс находить? Это очень просто, друзья, быть в доверии. Потому что доверие – это наша с вами вера, внутреннее состояние. Мы не говорим как о религии, мы говорим о вашем внутреннем состоянии. Когда вы доверяете, когда вы знаете, как все сложится к лучшему для вас, и у вас нет потребности, желания прятаться в песок или биться лбом в закрытую дверь. И вот несколько важных слов для вас, чтобы вы более уверенно себя чувствовали в это полнолуние. Они будут в описании к этому видео, поэтому вы обязательно их проговорите. Все, что происходит со мной, к лучшему для меня. Или я всегда под защитой высшей сил. Или все мои решения правильные и ведут меня к моему лучшему сценарию. Обращаю ваше внимание, вне зависимости от того, какие вы примете решения, знаете, они для вас правильные. И в тот момент, когда вы их принимали, для вас они были самые верные. Поэтому не нужно переживать и думать о том, что «ой, я допустил ошибку». Вы помните о том, что когда мы с вами допускаем ошибки и имеем критическое мышление, мы с вами анализируем, думаем и приходим на новый виток развития. А еще в полнолуние очень благоприятно поработать с очищением нашего организма, очищением мыслей, пространства вокруг себя. Постарайтесь и устроить себе небольшой детокс, благо у нас с вами суббота, при этом можете и пищевой устроить себе детокс, и мысленный. Сделайте расхламление вещей и, пожалуйста, отпускайте обиды, они никому не нужны.
Обращаю ваше внимание, что наше полнолуние придется у нас с вами на 15-й лунный день. И эмоции будут на самой высшей точке. И вы можете эстетически оскорбляться и не принимать внешний вид. Речь и некрасивое поведение будут других людей. И вы знаете, вы прямо будете выхватывать неэстетичные предметы и действия. А поскольку весы имеют повышенное стремление к справедливости, то некоторым так и захочется рассказать правду о внешнем виде или о поведении прямо в глаза. Поэтому очень важно уходить от желания видеть вокруг только то, что вы хотите видеть. Постарайтесь в это быть полнолуние, быть доброжелательнее. Помните, что вот весы – это вот тот компромисс и та гармония. Важно постараться, и обращаем ваше внимание, закрыть все свои проблемы в отношениях до солнечного затмения, которое у нас будет 30 апреля. Благо у вас 2 недели есть, поэтому подумайте, иначе они перейдут в конфликт или приобретут какое-то, знаете, хроническое напрягающее течение. Ответственные дела отложите, потому что эмоции полнолуния могут стать помехой для вас важных вопросов. Также подготовьтесь и к непредсказуемым обстоятельствам в отношениях, для разрешения которых именно потребуются дипломатические способности взаимодействия с партнером. Но ни в коем случае в это полнолуние, да и вообще в жизни, не старайтесь задвигать свои интересы куда-либо подальше. Потому что Солнце находится у нас в Овне, в знаке эгоцентричном и горячем, и необходимо считаться все-таки с его энергией. Кроме того, возможны срывы предварительных каких-то договоренностей. Поэтому, если вы хотите продолжать отношения, приводите свои эмоции в порядок всеми действенными методами. Это физические нагрузки, это прогулки на воздухе, ну и, конечно же, наши любимые эфирные масла: лаванда, ромашка или шалфей именно мускатный. Конечно же, постарайтесь уделить внимание здоровью мочеполовой системы вашей кожи и поджелудочной железы. Также в период полнолуния не спите под прямыми лунными лучами. Это может помешать вашему спокойному сну и полноценному восстановлению. Знаем о том, что некоторые любят спать именно под лунными лучами, даже кровать находится, открывается окно. Убирайте эту привычку из своей жизни. Что очень будет хорошо сделать 16 апреля, друзья: убраться, избавиться от ненужных вещей. Постарайтесь обратить внимание вглубь себя, потому что это время подходит для начала практик, которые помогут обрести равновесие, мир и баланс. Также сегодня, 16 апреля, будет благоприятный день, чтобы идти на компромиссы, на уступки, привносить гармонию в отношения со своей второй половинкой, а также для укрепления вашего положения в обществе. Рекомендуется в этот день использовать в одежде не яркие тона, там розовый, бледно-зеленый, розовато-лиловый или зеленовато-голубой. Также рекомендуется снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и меньше старайтесь употреблять соленой и острой пищи. Также будьте и внимательны, и осторожны с деньгами. Обращайтесь с ними аккуратно, потому что расточительство может привести вас к серьезным убыткам. Друзья, что еще нужно сделать? Ну, конечно же, попытайтесь построить планы, проводите практики на исполнение желаний. Йога и медитация вам в помощь. Что нельзя делать в полнолуние, ни в коем случае не давайте в долг. Не старайтесь выяснять отношения. Не стоит пить алкоголь, проводить какие-либо хирургические вмешательства. Ну и, конечно же, не стремитесь совершать денежные операции, особенно с большими суммами. Кроме того, обращаем ваше внимание, что еще может быть. После полнолуния и до конца апреля мы с вами будем чувствовать энергию планеты Плутон, которая добавит нам активности, напора, воли
и силы нашим чувствам. И, конечно же, в этот момент же и обострит скрытые напряжения на работе и дома. Поэтому в такой период надо либо сдерживаться и ждать более спокойного времени, ну, либо идти ва-банк. Но в этом случае будьте готовы многое поставить на карту и, возможно, потерять. И самый пик этого всего пройдется у нас с 16 по 20 апреля. После 20 апреля атмосфера слегка успокоится. Ну и, конечно же, в этом видео, мы в начале видео сказали, хотим с вами поделиться практикой, с помощью которой вы можете привлечь благополучие, счастье и удачу в вашу жизнь. И все, что это, наверное, самые важные вещи, которые нужны и необходимы человеку. И благодаря этой практике вы можете не только привлечь благополучие и удачу, а также открыть дороги к новым возможностям. Но и также это будет являться оберегом от неприятностей и житейских неурядиц. Итак, друзья, 16 апреля в само полнолуние, напоминаем всем, что полнолуние в 21 час 55 минут, именно в это время или уже позже обязательно скажите следующие слова. Полная луна мне дорогу открывает, счастье, удачу и благополучие ко мне призывает. Целый месяц неудачи стороной меня обходят, только радость ко мне приходит истина. Сказали эти слова, друзья, и после этого занимайтесь делами. Но большая просьба не смотреть уже страшные фильмы и не заниматься всем тем, что вас может раздражать или злить. Помните, любые практики нужно проводить с радостью и с удовольствием. Вот такое у нас с вами, друзья, будет полнолуние 16 апреля. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной информации. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что у нас есть телеграм-канал, на телеграм-канале очень много также есть очень интересной информации. Ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал. Также ставьте лайк этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. И, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам более интересно. Смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.